Хари Кришна, всем, кто любит аккумуляторные батареи, вопрос задавали, как проверить короткое замыкание и плотность электролита, если нету пробок, то есть аккумулятор необслуживаемый. И вообще тема необслуживаемых аккумуляторов никогда не умрет, потому что их сейчас большинство. Сейчас аккумулятор с пробками найти довольно сложно, но еще можно. И производители все чаще выпускают необслуживаемые батареи. Тут надо напомнить, что любая необслуживаемая батарея может резко стать обслуживаемой, потому что сверло у нас у всех есть. Насверлили дырок, поставили пробки, и батарея уже обслуживается. Но дырки вам придется сверлить не раньше, чем через 4-5 лет эксплуатации такой батареи. А до 5 лет, в принципе, аккумуляторы без пробок нормально работают. А если за ними смотреть, то будут работать намного больше. Так вот, как проверить короткое замыкание и плотность в банках, то есть плотность электролита, если пробок нет и, соответственно, ареометр засунуть нельзя и посмотреть внутрь аккумулятора нельзя. Так вот, что можно в этом случае предпринять и куда смотреть? Так, начнем с короткого замыкания. Признаки короткого замыкания. Для этого вам надо мультиметр. В общем, мультиметр – это основной инструмент, когда вы работаете с необслуживаемыми батареями. Он у вас всегда должен быть либо мультиметр, либо вольтметр. Меряете напряжение на клеммах, смотрите, какое у вас напряжение. И если у вас есть короткое замыкание, у вас напряжение будет отличаться от того, какое должно быть. Допустим, у вас там по умолчанию 12,8 на новом аккумуляторе было, а потом резко стало 10,6. Это значит что? Это значит, что у вас отвалилась одна банка. Значит, она замкнула и больше она напряжения не дает. То есть у вас при коротком замыкании на клеммах падает напряжение. Это первый признак того, что аккумулятор замкнул. И вы его заряжаете, не заряжаете, оно все равно низкое это напряжение. Второй признак, когда вы аккумулятор заряжаете, а у него банка замкнута, или когда вы его разряжаете большими токами, он начинает греться. То есть он греется при заряде и при разряде большими токами. Так вот, тоже на это обращайте внимание. Если аккумулятор начал греться, значит что? Приехали. Тогда вам надо вот такая вот штука, которая называется тепловизором. Заряжаете, тепловизором на него смотрите, и если где-то какая-то банка лишнего греется, то есть она прикорочена. Потому что когда происходит короткое замыкание, в этом месте обычно аккумулятор начинает греться. И тепловизором это видно. Обычно, когда аккумулятор на заряде, на него смотришь через тепловизор, то он вверху теплее, внизу холоднее. То есть ярко выраженных таких зон, где он греется, нет. Но если такая зона появилась, значит что? Короткое замыкание. Очень просто определить. Для этого надо вам тепловизор. Еще одна особенность аккумуляторов, которые закоротили, как нетрудно догадаться, это саморазряд. Так что если ваш аккумулятор никуда не подключены у него клеммы, и он при этом саморазряжается, значит, что у него какая-то беда. Это не обязательно короткое замыкание, это, допустим, может быть грязный электролит, но хотя грязный электролит в свою очередь приводит к микрокоротким замыканиям. Так что можно сказать, что все-таки короткие замыкания. Но если у вас там замыкает что-то у вас не так, то аккумулятор при замыканиях обязательно имеет саморазряд. Ну, правда, он саморазряд также может иметь, если у вас плотность в банках не одинаковая. То есть разбалансированная аккумуляторная батарея тоже будет саморазряд, но тут уже надо определяться. Или то, или то. В свою очередь, если аккумуляторная батарея имеет саморазряд, она начинает в состоянии покоя, когда к клеммам ничего не подключено, она начинает выделять газы и вследствие чего начинает пробулькивать. И вот если ваш аккумулятор стоит тихонечко, никуда не подключен, то есть отстаивается, он уже зарядился, отстоялся, и слушаете тихонечко, и слышите, как там пузырьки воздуха выходят, то есть пробулькивает. Пробулькивание означает то, что аккумуляторная батарея разряжается, притом разряжается, вернее саморазряжается довольно интенсивно, потому что когда батарея разряжается неинтенсивно, то пробулькивания не будет, а если там уже короткие замыкания и разряд идет такой приличный, то выделяется газ, и тогда слышно пузырьки газа. То есть он начинает булькать. Это тоже причина, вернее, один из признаков того, что аккумуляторная батарея уже в аварийном состоянии и, скорее всего, замкнута. Еще один признак аккумуляторной батареи, потому что там короткое замыкание, вследствие чего банка начинает кипеть при заряде. Опять же, заряжаете и слышите, как у вас баночка кипит, то есть пробулькивание. И когда у вас выкипает вода из аккумулятора, он теряет вес. Поэтому взяли аккумуляторную батарею, отнесли на весы, взвесили, а он потерял вес, то есть воду. Значит, что? Значит,
Добрый день, короткое замыкание. Еще при коротком замыкании на клеммах выпадает такой белый порошок, то есть сульфат свинца, потому что при коротком замыкании, при заряде и при разряде аккумуляторной батареи интенсивно кипит. И так как она интенсивно кипит, то аэрозоли электролита, который образуется от того, что пузырьки лопают на поверхности зеркала электролита, выветривается через вентиляционные окна, вследствие чего аккумулятор находится вроде как в облаке аэрозоля электролита. И в этом аэрозоле есть кислота. Кислота садится на клеммы, сразу появляется белый налет. Кислота садится на металлические части автомобиля, то есть на железо, которое вокруг аккумулятора. Там возникает синеватый налет, то есть сульфат железа. И вот если видите, что появился снег вокруг аккумулятора, значит, скорее всего, он кипит, и надо смотреть, то ли он замкнул, то ли на него идет повышенное напряжение с генератора. Тоже какая-то из причин. Или та, но вполне возможно короткие замыкания. Там уже надо опять же разбираться. Вот такие вот признаки по короткому замыканию. Ничего сложного тут нет. Теперь, как определить плотность? Если ваш аккумулятор не обслуживаемый, то, скорее всего, плотность там будет у вас электролита зимняя, потому что необслуживаемые аккумуляторы всегда заливаются зимним электролитом. И значит, на клеммах должно быть не меньше, чем 12,8 вольт, а плотность электролита не меньше 1,29. Ну, иногда бывает 1,28, но обычно 1,29 грамма на сантиметр кубичный. Так вот, как определить плотность электролита? Для этого вам опять надо мультиметр. Померили напряжение на клеммах и вспомнили красивую бабу с сиськами, которая про ЭДС много рассказывала и знает чудесную формулу. Вот намерили то, что на клеммах, то есть напряжение на клеммах, разделили на 6 банок, получили результат, и от этого результата отминусовали 0,84 коэффициент и получили плотность того электролита, который у вас на данный момент при этом напряжении в банках. Потому что, как говорит красивая баба с сиськами, напряжение на клеммах аккумуляторной батареи напрямую зависит от плотности электролита. Это прямая связь. То есть по напряжению на клеммах можно математическим путем, если аккумулятор исправен, конечно, высчитать, какая плотность у вас электролита. Такая вот есть хитрая и умная формула, которая никогда не дает сбой. И в одно же время эта формула является диагностической. Потому что если есть расхождение между этой формулой, а это прямая зависимость, а все-таки плотность электролита, если замерить ареометром, чего вы сделать в необслуживаемых аккумуляторах не можете, отличается от расчетной, то значит аккумулятор уже имеет проблемы. Без вариантов. Всегда эта формула должна совпадать с той плотностью электролита, который залит в аккумуляторную батарею. И вот эта математическая зависимость всегда должна соблюдаться при исправной аккумуляторной батарее. Итак, следующий вариант. Как понять, какая плотность в электролите? Не надо забывать, что у нас есть чудесный зеленый глаз, который должен гореть, когда аккумулятор, сейчас многие скажут, заряжен. Нет, не заряжен. Вот этот зеленый глаз, у меня видео на канале было, можете посмотреть, он не такой простой. В общем, если этот зеленый глаз потух, он говорит о том, что аккумулятор при минусовых температурах может замерзнуть, то есть опасность замерзания. И обычно этот зеленый глаз показывает не полную зарядку аккумуляторной батареи, а то, что электролит имеет плотность выше 1,26-1,27. Ну, конкретно на этом аккумуляторе зеленый глаз загорается при плотности 1,26. Так что не надо думать, что этот зеленый глаз обозначает, что аккумулятор полностью заряжен. Нет. Но, тем не менее, вот этот зеленый глаз, это есть не что иное, как такой себе очень простенький ареометр, который работает по принципу оптического эффекта. Так вот, по нему тоже можно ориентироваться. Если плотность ваша меньше, чем 1,26, ну, конкретно на этом аккумуляторе, эти ареометры, они по показателям могут немножко отличаться туда-сюда. Если он потух, значит, у вас плотность меньше, чем 1,26. Тоже тогда сразу понимаете, что у вас плотность там уже меньше, чем 1,26. Если он горит зелененьким цветом, значит плотность больше, чем 1,26. Может быть 1,26, может быть 1,27, может быть 1,29, но явно больше, чем 1,26. Но только не забывайте про температуру, потому что если электролит нагреть, то он потухнет даже при плотности 1,26, потому что он меряет плотность. А плотность очень сильно зависит от температуры. Не забывайте про температуру. И что вот этот глаз правильно показывает при температуре плюс 20 градусов. Еще один вариант, как можно определить плотность, ну, правда, не очень точно, но тем не менее плюс-минус туда-сюда более-менее, это значит померить его внутреннее сопротивление. Ну, я имею в виду аккумулятора. Для этого у нас есть вот такие вот хитрые приборы.
которыми можно померить внутреннее сопротивление. И по соответствующим таблицам высчитать, насколько у вас аккумулятор разряжен. И, соответственно, по таблицам уже разряда высчитать, какая у вас плотность электролита в банках. Так как мы меряем внутреннее сопротивление, то для этого можно применять и нагрузочные вилки, которыми можно определить не только, как аккумулятор отдает ток и сколько он отдает, но и насколько он разряжен. То есть проверяется это под нагрузкой. Фактически нагрузочная вилка, она меряет, опять же, внутреннее сопротивление, потому что ее показания зависят от внутреннего сопротивления. И эти приборы меряют внутреннее сопротивление. То есть можно применять и то, и то. И по соответствующим соотношением, то есть по соответствующим таблицам, высчитать плотность электролита, который находится у вас в аккумуляторе. Опять же, повторюсь, если аккумулятор исправен, потому что если он не исправен, то приборы будут выдавать чудеса. А лучше, конечно, для пущей верности пользоваться мультиметром, формулой бабы с сиськами, то есть ЭДС и подобными приборами, и сопоставлять их показания. И если у вас показания совпадают, значит ваша аккумуляторная батарея исправна. А если показания не совпадают между тем, что показывает внутреннее сопротивление эти приборы, и то, что рассказывает баба красивая, значит ваша аккумуляторная батарея уже неисправна. То есть какие-то в ней уже проблемы. Потому что все эти показания должны между собой плясать. Поэтому, когда дело имеете с необслуживаемыми аккумуляторами, то к ним лучше применять несколько способов. То есть смотреть одним способом и проверять показания другим способом. То есть комбинированный такой замер должен быть. Дело это, конечно, муторное, не спорю, но раз вы уже купили такой аккумулятор необслуживаемый, то значит вы себя обрекли на это муторное дело. Куда же вам теперь деваться? Теперь либо сверло, либо муторное дело. Но сегодня было такое видео, надеюсь, не муторное. Кому понравилось, лайк, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден. И обязательно пишем комментарий в поддержку канала.